Привет, лучшие! 2 недели назад вышла вторая часть игры Dying Light, которая называется Stay Human. Думаю, многие уже сами ее прошли, либо посмотрели прохождение от Димы Куплинова, и у вас появились вопросы о разработчиках этой игры и процессе самой разработки. И сегодня я постараюсь найти ответы на большинство из ваших вопросов, а вы ставьте лайк этому видео. Больше лайков, быстрее выйдет следующее видео. А это Игр Story Dying Light. Поехали! Dying Light — это серия игр в жанре survival horror и action-adventure RPG от первого лица с открытым миром. Серия разрабатывается польской студией Techland. Действие игры происходит в зомби-апокалипсисе, который вызван вирусом. Ну, вообще это типичная затравка для такого рода игр. Но что отличает ее от подобных игр? Одна из основных механик игры — паркур. Быстрое передвижение по городу с преодолением препятствий, используя акробатические и прыжковые элементы. Помните фильмы Ямакаси и 13-й район? Вот именно. Также важной механикой является смена дня и ночи. В дневное время игрок больше исследует мир, собирает нужные материалы и припасы. А ночью, когда враги становятся более мощными и активными, пытается выжить до следующего утра. Но перед тем, как обсуждать саму серию, давайте немного подробнее узнаем о ее создателях и предшествующих проектах. Dying Light, как и множество других интересных игр, было разработано польской студией Techland, которую основал Павел Мархевка в 1991 году. Кстати, тогда он еще учился в школе. Изначально Мархевка занимался пиратской дистрибьюцией игр. В то время законы были не такие серьезные насчет цифрового права, поэтому многие студии как на Западе, так и в странах бывшего СССР начинали именно с этого. Но позже Мархевка осознает, что он хочет заниматься именно разработкой игр, и поэтому он нанимает нескольких программистов, и вместе они начинают экспериментировать со стилями. В 2000 году Techland выпускает свою первую игру Crime Cities. В ней разработчики попытались смешать футуристичный экшен-автосимулятор и шутер, что показывает нам студию как игрового экспериментатора. Вообще, за первые 6 лет существования, только вдумайтесь, студия выпустила 19 проектов разных стилей, от автосимуляторов и стратегий до шутеров и платформеров. Стратегия Techland была проста, они играли в популярные игры того времени и пытались доработать их до идеального для себя варианта. Кстати, этот подход напоминает мне героев моего прошлого ролика, студию Facepunch Studios, которые разработали Rust. Если вам интересно, ссылочка вот здесь, переходите, смотрите. Но после этого ролика, конечно. В 2003 году студия разрабатывает свой собственный движок, который они называют Techland Chrome Engine. И на нем они делают свой первый шутер от первого лица Chrome. Кстати, этот движок они по сей день постоянно улучшают и используют в современных проектах. Ну а первым действительно крупным проектом студии стал шутер в стиле вестерна Call of Juarez. Эта игра вышла в 2006 году на 4-й версии движка Techland Chrome Engine и издавалась компанией Ubisoft. На просторах СНГ игру локализовала студия 1С, и нашим игрокам она больше известна как Зов Хуареса, Сокровища ацтеков. Игра получила относительный успех и обзавелась продолжениями, вплоть до квадриквела. Начиная с этой игры, Techland стали делать значительный упор на сюжетную линию, нежели просто экспериментировать с механиками как ранее. Но, как мы узнаем далее, механики в итоге взяли верх. Настоящую популярность студия Techland обрела после выхода трилогии зомби-экшенов в открытом мире Dead Island. Первая часть Dead Island была анонсирована на E3 2006 года, и ей понадобилось 5 лет на разработку. Предрелизный трейлер первой части стал по-настоящему вирусным, набрав 1 миллион просмотров за первые сутки после публикации на YouTube, и заставил всех говорить о предстоящем релизе. Он оказался настолько успешным, что студия Lionsgate, очарованная его постановкой, выкупила права для создания фильма про семью, которая приезжает на островной курорт, но попадает в зомби-апокалипсис. И хотя игра вышла не идеальной с технической точки зрения, она дала новую жизнь жанру зомби-шутеров и показала его с другой стороны. Оказалось, что сеттинг зомби-апокалипсиса может быть не только мрачным и суровым, но и вполне хорошо уживаться на солнечных пляжах среди коктейлей и купальников. В общем, эксперимент удался. Позже вышло продолжение Dead Island Riptide и спин-офф Escape Dead Island.
Серия Dead Island вышла настолько успешной, что Marvel сделали по ней серию комиксов, а именитый английский писатель Марк Моррис написал новеллу по сюжету первой части игры. Но несмотря на все заслуги первой игры, разработка второй полноценной части Dead Island уперлась в разногласия между Techland и издателем Deep Silver. Павел Маркевка прокомментировал ситуацию так: «Иногда взаимодействие с издателем серьезно вредит гибкости разработки. Крупный издатель требует работать по графику, даже если определенные моменты остаются неотполированными до нужного блеска. То же самое произошло с Dead Island. В процессе разработки проект успел серьезно вырасти, но установленные дедлайны не позволили нам доработать некоторые аспекты. В том числе поэтому в финальной версии оказалось столько багов. Поскольку из-за финансовых сложностей в начале студия была вынуждена продать права на Dead Island издателю Deep Silver, Techland решили уйти из этой франшизы и сделать свою собственную интеллектуальную собственность, а именно проект Dying Light. Тимон Смиктала, продюсер Dying Light, так сравнивал два этих проекта. Если объяснить геймплей Dead Island в двух словах, то по сути тайтл представляет собой слэшер от первого лица. Если же мы будем говорить о механиках Dying Light, то описание концепции игры займет весь день. Но несмотря на видение авторов, публика сразу же окрестила Dying Light как Dead Island с паркуром. Но разработчики не уставали настаивать на том, что их ждет абсолютно новый опыт. В частности, Блажей Краковяк, менеджер студии Techland, настаивал: «Мы не пытаемся клонировать Dead Island, зомби-жанр масштабный и гибкий. Dead Island вышла, когда у нее не было такого количества конкурентов, как сейчас. Теперь ситуация изменилась, но жанр не растерял свой потенциал». Разработка Dying Light началась в 2012 году командой, которая ранее разрабатывала Dead Island. К этому моменту у них было много набитых шишек и опыта работы с открытым миром, а также их команда дизайнеров увеличилась втрое. В этом проекте мы выделяем много времени на тестирование продукта, чтобы игроки получили продукт AAA качества, заверял всех Мархевка. Кроме того, Warner Bros. Interactive Entertainment, которые являлись издателем игры, дали студии полную свободу в разработке, что в итоге положительно сказалось на проекте. Двумя основными механиками Dying Light, как мы уже сегодня знаем, стали паркур и смена дня и ночи. И над паркуром разработчики реально запарились. Они посмотрели кучу роликов и фильмов, выделяли для себя оттуда какие-то элементы, а также вешали камеры GoPro на трейсеров, это так называют паркурщиков, и заставляли их проходить определенные препятствия. Но кроме этого, консультантом Techland по паркуру выступил сам Давид Бель. Давид Бель — это создатель движения паркур. Но с паркуром в игре возникла проблема укачивания, и разработчикам понадобилось некоторое время, чтобы поработать с картинкой, размытием и элементами интерфейса для того, чтобы как можно более снизить этот эффект. В целом, если брать паркур, разработчики добивались того, чтобы при помощи него игрок пытался выжить, а не просто попонтоваться. Пытаясь воссоздать систему, подобную Mirror's Edge, команда обнаружила, что если один дизайнер меняет расположение места зацепа, то это приводило к изменению всех таких зацепов. Поэтому один из программистов создал собственную систему, которая в автоматическом режиме сканировала все объекты, куда мог забраться игрок, и подбирала подходящую анимацию. Ну и так как игрок в результате мог подбираться к цели с разных сторон, анимация менялась, и поэтому пришлось переписывать и даже удалять некоторые основные побочные квесты. 23 мая 2013 года Warner Bros. Entertainment Interactive объявили о работе над Dying Light, а 24 мая состоялся официальный анонс игры. Первый трейлер игры был показан на E3 в июне 2013, а 15 августа 2013 года был показан первый геймплейный ролик игры. Сценарий для игры написал Дэн Джоли, автор комиксов для DC Comics. Он вдохновлялся такими романами, как «Чума» и «Сердце тьмы». Дизайнеры уровней вдохновлялись такими городами, как Мумбаи и Стамбул. Ну а для старой части города образцом был выбран Вроцлав, город в Польше, где находится штаб-квартира Techland. В основном за дизайн уровней тогда отвечала Джула Аренд, концепт-художница Techland с образованием архитектора. Тимон Смиктала очень лестно отзывался об опыте Джулы. Будучи архитектором, она успела поработать над 6 десятками зданий, так что можете представить уровень ее навыков.
Во многом именно благодаря ей Харан выглядит максимально реалистичным. Саундтрек игры написал композитор Павел Блащак, который ранее писал музыку для Ведьмака, Dead Island и Call of Juarez. Techland не стали изменять своим традициям и разработали игру на собственном движке Chrome Engine, который тогда уже достиг 6-й версии, что помогало сделать более детальную графику на Xbox One и PlayStation 4. Игрокам, оформившим предзаказ, выдавали дополнение Be the Zombie, которое позволяло играть за зараженного в PvP режиме, а также редкое оружие. Позже режим Be the Zombie стал доступен для всех покупателей игры. Dying Light должна была выйти на всех актуальных платформах, но с версиями для Xbox 360 и PlayStation 3 возникли проблемы из-за технических лимитов платформ, которые не позволяли нормально доработать карты и искусственный интеллект врагов. Перед релизом игры состоялся анонс книги от Реймонда Бендона, которая называлась Dying Light Nightmare Row. Реймонд Бендон также являлся автором книг о Джеймсе Бонде, ну а сама игра вышла 27 января 2015 года. Действие игры происходит в городе Харан на Ближнем Востоке. Изначально игроку доступна только локация трущобы, затем открывается локация Старый город. Кроме перемещений и сражений при помощи паркура, игрок для быстрого спуска использует зиплайн, а на более высоких уровнях получает крюк-кошку, который расширяет возможности паркура. Игроку доступно более 100 видов самодельного холодного оружия и более 1000 комбинаций улучшений его характеристик. Оружие постепенно изнашивается и требует ремонта, но окончательно ломается после нескольких ремонтов. Холодное оружие также можно метать в противника. Модификация оружия производится различными деталями. Можно добавлять как характеристики, так и определенные эффекты каждому холодному оружию. Огнестрельное оружие, наоборот, не ломается, но требует боеприпасы. Их и все полезные предметы игрок может найти в городе. Игрок может использовать чувство выжившего для того, чтобы находить предметы, спрятанные за стенами и в ящиках, которые можно вскрыть при помощи отмычек. Ну а для изучения лора игрок пользуется вырезками из газет и журналов, а также аудиозаписями, которые попадаются ему на пути. Поскольку цикл игры разбит на день и ночь, днем игрок занимается сбором необходимого и спасением выживших, поскольку зараженные днем медлительные и уязвимые. Ночью же обычные зомби становятся намного опаснее, но кроме этого появляются новые виды, более сильные и способные передвигаться подобно игроку. Чтобы избегать контакта с ними, игрок использует чувство выжившего, чтобы вычислять противника поблизости. Также игроку помогает ультрафиолетовый фонарь, который ненадолго отпугивает сильных врагов. Но если днем вы все-таки нарвались на толпу монстров, в этом случае вам помогут ловушки, а также отвлекающие предметы типа петард. По данным разработчиков, день в игре длится 64 реальных минуты, а ночь 7 реальных минут. Кроме этого, игру может усложнить динамическая смена погоды. В игре есть система прокачки, у игрока есть очки силы, ловкости и выживания. Причем они качаются по-разному. Например, ловкость качается при использовании паркура, сила качается при сражении с врагами, а выживание при выполнении заданий. При этом ночью очки накапливаются активнее. 1 октября 2014 года Techland заявили, что в полной версии игры со всеми DLC будет более 50 часов игрового процесса. Сюжет Dying Light повествует о вспышке неизвестного вируса в ближневосточном городе Харан, из-за которой практически все там превратились в зомби. Организация под названием Всемирная гуманитарная миссия направляет туда своего агента Кайла Крейна. Он должен получить файл с исследованиями вируса у террориста по имени Кадыр Сулейман, который ранее был местным политиком, а теперь планирует создать свое биологическое оружие. При десантировании Крейн попадает в засаду и получает укус от зомби, но его спасают местные трейсеры, обитающие в многоэтажном доме, называемом Башня. Стремясь завоевать доверие общины, герой начинает выполнять их поручения. Вскоре выясняется, что запас противовирусного лекарства от зомби антизин в башне практически закончился. Но у местной банды, возглавляемой бандитом по имени Райс, оно имеется в большом количестве. Крейн направляется на встречу с бандитами, где выясняется, что Райс — это Кадыр Сулейман. Райс обещает дать Крейну 2 ящика антизина, если тот на него поработает, но в итоге обманывает главного героя. Впрочем, я не буду вам подробно рассказывать сюжет этой игры, чтобы не забрасывать вас спойлерами и не делать слишком большой ролик. Я думаю, что после того, как вы посмотрите это видео, вам самим будет интересно пройти эту игру и узнать, что же в ней случилось.
В итоге именно сюжет вызвал у критиков самую большую бомбежку. Они посчитали персонажей слишком банальными и клишированными. Но зато им очень понравилась озвучка главного героя актером Роджером Крейгом Смитом, который также озвучивал героев Resident Evil и Assassin's Creed. В целом, публика хвалила управление, систему прогресса персонажа, жуткий ночной режим и увлекательный мультиплеер. Уже через полгода Dying Light было продано 5 миллионов раз. После выхода самой игры было выпущено несколько DLC с дополнительными миссиями, локациями и оружием. Также в апреле 2015 года студия предоставила специальный инструмент, который позволял делать моды к игре. Это позволило мододелам создавать свои собственные карты. Лучшие из них потом включили в консольную версию игры 2016 года. 9 февраля 2016 года вышло дополнение Dying Light The Following. Это сюжетное продолжение, в котором раскрываются причины и последствия Харанской эпидемии. Карта в The Following в 2 раза больше оригинальной, для перемещения по ней добавили автомобиль-багги, который, как и оружие, может модернизироваться. Но в умения добавили автомобильную ветку. Об этих нововведениях фанаты игры уже давно просили разработчиков. Но для этого Techland пришлось сделать более плоскую карту, для того чтобы транспорт мог по ней передвигаться спокойно, и также скомбинировать ее с паркур-маршрутами. В сентябре 2018 года в ранний доступ вышел, кто бы мог подумать, Battle Royale Dying Light Bad Blood, который является спин-оффом основной игры. 29 апреля 2020 года Techland на своем канале YouTube выложила тизер нового дополнения Dying Light Hell Raid. Дополнение привнесло новую карту и много нового оружия. Релиз для ПК состоялся 13 августа 2020 года, а для консолей 14 августа. Позже Dying Light получила издание Platinum Edition, куда вошли все выпущенные DLC. Это издание вышло 27 мая 2021 года. Ну а для сюжетной связи Dying Light 1 и Dying Light 2 разработчики выпустили последнее дополнение в 2 частях, которое называется Spike's Story Last Call. В целом, первая часть Dying Light получила довольно положительные отзывы и на Metacritic заработала 75 из 100 баллов. Уже за первую неделю после выхода игры она продалась более 1 миллиона 200 тысяч раз, и это обеспечило ей первое место в чарте США, тем самым она обогнала GTA 5 и Call of Duty Advanced Warfare. А также установила рекорд продаж в первый месяц, ранее принадлежавший The Evil Within. Кроме этого, в первые 45 дней после выхода игры в Dying Light играли 3 миллиона 200 тысяч человек, что сделало ее самой популярной игрой, когда-либо разработанной Techland. Ну а к декабрю 2019 года игра насчитывала более 17 миллионов уникальных игроков. И вот настало время Dying Light 2. Эта игра была анонсирована Крисом Авилоном на E3 2018 во время пресс-конференции Xbox. Издавать игру вызвалась компания Square Enix, а дата выхода игры была назначена на 7 декабря 2021 года. В 4-м квартале 2021 года вышел комикс, который подробно описывал заражение и события игры. Ну а релиз самой игры позже был перенесен на 4 февраля 2022 года. Действие второй части игры происходит в открытом мире, площадь которого примерно в 4 раза больше площади всех локаций в первой Dying Light. Игровой мир состоит из 7 различных районов и может изменяться динамически в зависимости от принятых игроком решений. Как и в прошлой части, для перемещения по городу используется паркур, а также наземные транспортные средства, протестированные и утвержденные в DLC The Following для первой части. В Dying Light 2 Stay Human полностью отсутствует огнестрельное оружие. Тимон Смиктала объяснил это так: «Я хотел сделать все, чтобы сеттинг игры не смотрелся нелепо. Поэтому в Stay Human вы не найдете никаких УЗИ, пулеметов и снайперских винтовок. Вместо этого игроков будут ждать луки и арбалеты. В первой части стрельба привлекала кучу монстров. Сейчас же она не будет вызывать столько проблем, и бесшумное оружие добавит вариативности прохождения». Как и раньше, игроку противостоят различные виды противников, как зомби, так и сами люди. В игре также присутствует кооперативное прохождение, но из-за нелинейности, которая предусмотрена в игре, один игрок будет являться хостом, а другие будут присоединяться к созданному им миру. Действие Dying Light 2 Stay Human происходит через 15 лет после событий в Харане. Главный герой Эйден Колдуэлл ищет свою потерянную сестру Мию и для этого отправляется в единственный стоящий город на планете – Виллидор.
Там он встречает Спайка, своего давнего друга. Спайк рассказывает, что ему удалось связаться с человеком, который знает Вальца, человека, который разлучил Эйдена с сестрой. Оказывается, Вальц проводил эксперименты над детьми до того момента, пока на лабораторию ВГМ не напали. Тогда пути Эйдена и Мии разошлись. Далее нас, как и в первой части, ожидает череда событий: взаимоодолжение, взаимоспасение, внезапные смерти персонажей, куча всяческих паркур-приемчиков, и это в итоге нас приведет к выбору из 3 концовок. Разработчики в этот раз хотели сделать больше упор на ролплей, поэтому и пригласили Криса Авилона, который является автором сюжетов для Fallout 2, Baldur's Gate, Wasteland, Icewind Dale и других именитых RPG. По словам Криса Авилона, история Dying Light 2 обладает более серьезным сюжетом, и в ней преобладают современные проблемы и всякие политические интриги для того, чтобы создать большую реалистичность для современного игрока. Стиль повествования также побуждает игроков заботиться о неигровых персонажах и учитывать их присутствие и потребности. Даже зомби тут скорее становятся второстепенными повествовательными персонажами, а не просто безумными монстрами, что еще больше погружает в драматургию. Ну а враждебных человеков тут стало намного больше, чем раньше, так как команда была вдохновлена такими произведениями, как «Ходячие мертвецы» и «Игра престолов», в которых живые люди представляют большую опасность, чем монстры. Также в этой части игры у зомби появился свой жизненный цикл. Вначале они становятся вирусными, затем, когда они окончательно теряют рассудок, они становятся кусачими. Ну а если кусачие долгое время находятся под ультрафиолетом, они становятся дегенератами. Кстати, как всегда, немножечко скандала. Из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Криса Авилона в июле 2020 года, Techland и Авилон договорились прекратить его участие в Dying Light 2. С тех пор Крис подал иск о клевете и категорически отрицал любые сексуальные домогательства, называя обвинения злонамеренными и ложными. Тут я бы отметил, что у нас сейчас есть суды, и пока вина не доказана, человек не является виновным. Ну кого это нахрен волнует в наше время, когда обвинениям верят больше, чем доказательствам? Разрабатывая вторую часть, команда намеревалась вызвать чувство потери и показать страх того, что человечество находится на грани вымирания. Для этого команда создала несколько слоев города, в которых временные сооружения для людей построены поверх руин старых зданий, в то время как постоянные сооружения заняты ордами зомби. Для создания города команда разработала внутреннюю систему City Builder, которая может проектировать и собирать здания с минимальным участием дизайнеров уровней. Технология позволила команде быстро создавать и изменять дизайн города. Также был разработан новый движок CEngine для запуска игры. Этот движок позволяет создавать неограниченные открытые пространства, а в сочетании с City Builder способен строить целые реалистичные города. Кстати, Дэвид Белль в этот раз принимал активное участие и не просто консультировал разработчиков, а даже на время переехал в их штаб-квартиру для того, чтобы помочь им создать идеальный паркур. Кроме этого, Белль исполнил роль Хакона, наставника главного героя Эйдена. В интервью Белль признался, что любит видеоигры и всегда мечтал поучаствовать в их разработке. Первая Dying Light была единственной игрой, которую он прошел полностью. Актер также заявил, что раньше создатели игр записывали только его движения для своих релизов, но Techland решила перенести и внешность Белля в собственный зомби-экшен. В целом, вторая часть Dying Light была принята критиками довольно-таки тепло. Все отзывались о классном экшене и очень крутой системе паркура. Но традиционно в минусах присутствовал сюжет. Как я и говорил ранее, ничего экстраординарного вторая часть не предлагала. Практически все то же самое, что в первой части, только в больших масштабах. Несмотря на технические недостатки и сыроватый сюжет, для меня лично Dying Light является одной из лучших игр про зомби и наверняка лучшим зомби-экшеном. Ну, его там просто навалом. Ну и паркур хорош, конечно, хорош! Эта серия игр не про бесконечный лор, богатую биографию каждого зомби и мира в целом. Dying Light — это в первую очередь экшен, атмосфера и движение. И с этим у игр Dying Light все в полном порядке. Ну а на сегодня наша игр-история закончена. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Не забывайте ставить лайк этому видео и писать комментарии с вашим мнением об этой серии игр. Мне будет очень интересно почитать. А с вами был Никитка. Увидимся скоро. Пока-пока.